Здравствуйте, я Юля Сайфан, художница. Сегодня у меня для вас этот этюд. Зеленый на зеленом и сверху зеленый. О законах аналоговой гармонии я не раз рассказывала, но оставлю на всякий случай ссылку в описании к этому видео. Посмотрим на моей палитре, где находятся цвета, которые я использую. Это все синие и все зеленые. Начну с холодных зеленых. Виридоновая зеленая у меня есть светлый вариант из постерной краски, и есть еще Windsor Green, он более темный плотный цвет. То и другое абсолютно идентичное, просто из разных наборов красок. Использовала также пару зеленых, травяной зеленый или просто говорят глубокий зеленый. Если говорят цвет зеленый, вот это именно этот. Похоже на него оливковый. Как видите, зеленый плюс немного желтого. Из синих у меня здесь прусская синя. Люблю этот цвет, он плотный, темный. Еще один замечательный синий, голубой фиолетовый. Он похож на ультрамарин, но чуть-чуть теплее, такой более в чернильную сторону, как чернила. Теперь о светлых оттенках в моей работе. Это шминки, цвет песка. Им я писала светлую часть пейзажа. Лодку и свет на горизонте. Использовала совсем немного розового на цветах на лодке, там, где солнце сверху падает на объем. У меня уже есть арсенал замешанных оттенков светлых. Это удобно прям с банки их пользоваться. Теперь немного о карандашах и мелках. Коричневый. Посмотрите, какой плотный. У меня вообще мало светлых оттенков карандашей. Наверху у меня здесь цвет похожий на ультрамарин, как этот фиолетовый чернильный. Теперь немного в теплую сторону. Фиолетовый теплый, бордовый. И еще один коричневый, более теплый, чем первый в этом ряду. Называется он Кармин Лейк. Теплый коричневый. У меня есть краски, в которых такой цвет называется шоколадный. И про мелки. Часто использую такой серый. Это как один из видов белого, я бы сказала. Светлые оттенки всегда бывают в ходу у меня. Есть серый потемнее здесь в этой работе. Ультрамарин разбеленный. Еще один, только поплотнее немножко. Ультрамарин. Называется мелок у меня Sky Blue. Да, небесный голубой. Это разбеленный ультрамарин. Вот здесь на переднем плане в кустах я использовала цвет. Это как виридоновая, то, с чего я начинала рассказывать, только в очень разбеленном виде. Вот и все светлые оттенки мелков, которые я здесь использую. Ну а теперь быстро расскажу, как я писала этот пейзаж, основные этапы. Ссылка на фотореференс под этим видео. Я никогда не вставляю фотореференсы сюда, потому что часто это не мои фотографии, а пейзажи с Pinterest. То, что происходит на экране, это я пробую разными зелеными писать. Внизу более холодный, наверху более теплый на данный момент.
Таким образом, постепенно, как мозаикой, по кусочкам я избавляюсь от белого листа. Любая живопись начинается с того, что мы думаем, что будет у нас по тону темнее и по тону светлее. Сейчас работа выглядит очень раздробленной по тону, поэтому я после высыхания уже перехожу к карандашам, поправляю по рисунку и уплотняю по тону, вот в этой кроне прежде всего, на переднем плане. Карандаши всегда дают больше возможности думать, потому что это более медленный процесс, чем большими пятнами писать, как я начинаю. Прощупываю кусты на переднем плане, вот так по чуть-чуть и веду всю работу. Ну и самое здесь вкусное, это, конечно, лодочка. Если попробуете прищуриться и закрыть рукой лодку, вы поймете, что пейзаж так себе. Основной элемент здесь акцент на лодке, и она собирает всю эту работу воедино. Добавлю чуть-чуть воздуха в деревья, просветы света. Меня когда-то этому научила учительница на подкурсах в училище. И с тех пор я балдею, рисую всякие просветы между деревьями. Немного солнца на передний план с помощью такого флуоресцентного желтого. Чуть просветов сквозь деревья, и работа закончена. Мне было интересно сегодня рассказывать. Было ли вам интересно меня слушать? Пожалуйста, оставляйте свои отзывы. Вы знаете, что это необходимо для продвижения моего канала, чтобы больше людей увидели и чему-то научились. Я понимаю, что это только теоретические знания. Практически это никогда не заменит. Подписывайтесь. Я стараюсь выкладывать 2 раза в неделю видео. Ставьте лайк. Желаю вам творческого подъема, прекрасного настроения. Пока.